Ну вот я уже обещала подробнее остановиться на обстреле вооруженными силами Украины офиса Международного комитета Красного Креста в Донецке. Там в ночь с 19 на 20 декабря под обстрел со стороны вооруженных сил Украины попал офис Международного комитета Красного Креста на улице капитана Ратникова. По информации, обнародованной комитетом, повреждено здание и несколько автомобилей. Как я уже сказала, никто не пострадал по счастливой случайности. Но под обстрел попала также больница, работающая при поддержке МКК. Двое пациентов погибло, несколько получило ранения. Мы рассматриваем обстрел офиса комитета в Донецке как закономерный результат практикуемых киевским режимом на протяжении многих лет неизбирательных обстрелов гражданского сектора города. И вот именно такой подход киевского режима резко усилился в последнее время. Вот невозможно более отрицать реальность, как это делали, к сожалению, многие международные гуманитарные организации, которые в том числе занимали позицию как бы некой отстраненности, не фиксируя, кто, собственно, в чем виноват и за что должен нести ответственность, а декларируя просто помощь, как она есть. Но это как воду в решете носить. Невозможно подыгрывать более вот этому вранью киевского режима, которое годами закреплялось в виде обстрела гражданской инфраструктуры. Только за прошедшие 2 с лишним недели погиб 21 дончанин, 94 человека получили ранения, пострадали 460 домостроений. Эти преступные деяния нельзя квалифицировать иначе, как не только грубое пренебрежение киевскими властями нормами международного гуманитарного права, но и как циничное попрание общепризнанного, закрепленного Женевскими конвенциями особого статуса Международного комитета Красного Креста, авторитетной, нейтральной организации с исключительно гуманитарным мандатом. И, конечно, мы считаем, что международное гуманитарное сообщество не должно оставить подобные варварские действия без внимания. Российская сторона выражает солидарность комитету, призывает его настойчиво требовать от Киева соблюдения международного гуманитарного права. Но главное это в другом. Без честного разговора на эти темы, без прекращения повторений вот этих дичайших ложных тезисов, которые вырабатываются в недрах натовских структур и вкладываются в уста Зеленского и компании, ничего не произойдет. Если их не остановить, если не прекратить эту жуткую инфодемию, любые попытки улучшить гуманитарную ситуацию на земле будут тщетными, потому что невозможно одной рукой из западных столиц поставлять киевскому режиму вооружение, а другой рукой через гуманитарные организации делать вид, что пытаются помочь мирному населению. Что-то из этого ложно само по себе. Либо Запад за войну, за боевые действия, за уничтожение людей друг друга, либо за мир, за помощь гражданскому населению, за прекращение насилия, за фиксацию фактов на земле и так далее, и так далее. Нельзя поставлять оружие и одновременно говорить о гражданском населении и защите его прав. Это просто невозможно. Но Запад это демонстрирует. В какой-то момент это все зайдет в колоссальный тупик, вся эта история. Для Запада, для вот этого западного либерального сообщества.